Посылочка, сам знаешь откуда, а внутри мундропы. Bluetooth TVS затычки, модель Golden Ages 2. На коробке здесь почему-то нарисовано Wi-Fi. И я могу проспойлерить почему. Как и у большинства других Bluetooth наушников от Moondrop, у этих точно такая же божественная озвучка голосовых подсказок от самих наушников. Ну, на английском языке, понятное дело, но очень специфическим голосом с очень специфическими интонациями. Поэтому Wi-Fi. Внешне, по своему форм-фактору и по посадке, данная модель Golden Ages 2 мало чем отличается от других наушников Moondrop. Например, Moondrop Ultrasonic или Moondrop Space Travel 2, которые я обозревал в одном из предыдущих обзоров. Но с технической точки зрения эти наушники отличаются. Во-первых, они отличаются чипом и, соответственно, поддержкой протоколов, как версии самого Bluetooth, так и кодеков. А самое главное, они отличаются излучателями. Ну, например, Ultrasonic — это гибридные наушники. Там динамический драйвер и якорный излучатель. Space Travel 2, который я обозревал недавно, это чисто динамические наушники. С большим драйвером, 13-миллиметровым, но тем не менее он там один, и это динамик. Есть еще Space Travel 2 Ultra. Там планарный излучатель. И у этой модели Golden Ages 2 тоже планарный излучатель. И это главная причина, почему я решил перейти именно на эту модель. Потому что с недавних пор я прям фанат планарных излучателей. У меня есть ТВС-затычки с большими планарными излучателями 15,3 мм. Обзор есть на канале. У меня есть полноразмерные планарные наушники. И теперь у меня есть еще и ТВС-затычки тоже с планарными излучателями. На мой взгляд, планарные излучатели — это, наконец-то, будущее, которое нас, будем надеяться, ждет. Я считаю, что они по всем параметрам лучше, чем динамические излучатели, лучше, чем гибридные наушники и лучше, чем чисто анкерные наушники с большим количеством этих самых анкеров. По той простой причине, что эти самые анкеры нужно между собой как-то там кроссоверить, что вызывает проблемы не просто с нелинейным импедансом, а с разной его нелинейностью в зависимости от частот, потому что за те или иные частоты в многодрайверных анкерных излучателях отвечают разные эти самые излучатели. Но об этом всем я уже говорил, когда рассказывал о планарных излучателях. Посмотрите видосы, там много было интересных комментариев, кстати говоря. Ну, например, вот такой. Это явно какой-то шизофренический бред про некую сферу звука вокруг уха, которая у динамического драйвера лучше, чем у плоского планарника. Какая-то просто шизофрения тут льется. Но в данном случае этот комментарий можно вообще игнорировать, потому что здесь у нас затычки. И никакой сферы звука вокруг уха они в принципе не могут создавать, потому что они вставляются в это самое ухо. Он потом еще пояснил, что он имел в виду в своем комментарии, но это ему так кажется, что он пояснил. Причем здесь фронт давления. Здесь вот в этих вот наушниках 13-миллиметровый планарный излучатель с диафрагмой круглой формы. И в моих динамических мундропах тоже 13 миллиметров, но динамик тоже, разумеется, круглой формы. И при прочих равных у планарника большая поверхность этой самой диафрагмы задействована в изрыгании звуковых волн. Вот оно основное преимущество. Это помимо того, что меньше искажений, линейный импеданс и так далее и тому подобное. Есть, правда, такой слон в комнате наушников. А что такого нового мы пытаемся расслышать, ну, в тех же условных планарках, в записях, которые были сделаны на тапок полвека назад, в каких-нибудь 60-х годах прошлого века? Что нового мы пытаемся услышать в записях, которым уже 100 лет в обед? Поэтому тут разве что только что-то искусственно созданное, то есть музыка, которая полностью была сгенерирована на компьютере без использования записи реальных инструментов в реальном мире. Может быть, там что-то новое можно услышать. Ну и, разумеется, конечно, басетский у планарок. В принципе, вот эти Golden Ages 2 по большому счету практически ничем не отличаются от Space Travel 2 Ultra, которые тоже планарные. Но у Golden Ages гораздо лучше кейс.
в нем нету тех проблем, о которых я говорил, когда обосревал вот те самые Space Travel, и у Ultrasonic те же проблемы с кейсом. А именно он там открыт, то есть наушники из него могут выпасть, он из полупрозрачного пластика, который очень легко трескается и так далее. Здесь этих проблем нет, кейс здесь классический, с крышкой, и кроме того в комплекте уже сразу идет чехол для этого кейса, ну из такой искусственной кожи, чтобы дополнительно его защитить. Соответственно, я сейчас на постоянку, ну то есть на заводе, чтобы слушать подкасты, использую тоже мундропы, но модель Peel. Разумеется, обзоры есть на канале. У них другой форм-фактор — это наушники клипсы. То есть они, во-первых, не являются затычками, они являются вкладышами, то есть в ушной канал тебе ничего не заходит, и они крепятся за ушную раковину. Очень, на самом деле, удобно, потому что они вообще не выпадают. Кроме того, они не раздражают ушной канал, ничего не потеет. Но есть, конечно, и минусы. Первый минус — это достаточно плохая отдача по басу. Ну, понятное дело, что у вкладышей с басом дела обстоят хуже, чем у затычек. И понятное дело, что у вкладышей гораздо лучше пассивная изоляция, потому что они плотно вставляются в ушной канал. А вот эти пилзы лишь прилегают к этому самому ушному каналу, и то не всегда хорошо, потому что регулировать в ухе их там особо не получится. Если вдруг твой ушной канал не совпал с наушником, то звук будет еще хуже. Я не говорю, что он там плохой звук мне на самом деле нравится, но просто он хуже, чем у затычек. Ну и в принципе у всех мундропов, я имею в виду блютуфных, есть проблема с максимальной громкостью. Это почему-то достаточно тихие наушники, я их перещупал как минимум 3 модели, и у всех у них есть проблема с максимальной громкостью. Не то чтобы прям проблема, но все-таки они достаточно тихие. А здесь это еще более заметно, потому что планарные излучатели в принципе требуют большую мощность для того, чтобы их раскачать. И, соответственно, если мы используем те же самые усилители, как и в других моделях, планарные излучатели будут звучать с этими усилителями еще тише. Но все-таки клипсы своим внешним видом, вернее, внешним видом того, кто их носит, то есть меня, а выглядят они примерно как какая-то бирка у племенного скота, то и дело вызывают на заводе вопросики у заводчан. А вот условные беспроводные Apple'овские AirPods почему-то уже не вызывают. Хотя лично я, когда впервые увидал эти самые Apple'овские обрубки, когда они только появились, они выглядели, как будто у обычных проводных Apple'овских наушников просто отрезали провод. Подумал, какое же, блядь, уебище. Но, впрочем, все же они были чуть меньшим уебищем, чем самые первые блюпоп-говнитуры. Помнишь, все водятлы ходили с такими, у них еще микрофончик такой торчал, и светоидиотик на них мигал, синенький. Модно тогда было синенькие светодиодики везде ставить. Но вообще, на мой взгляд, последний симпатичный девайс от Apple — это iPhone 4s, сейчас какой там, 17-й, а вот последний красивый был 4-й, и iPad 2. И было это уже лет 15 назад. На этом все. Все, что было после, страшенное уебище. Но, возвращаясь к клипсам, к сожалению, они напоминают то самое кольцо на ухо коровы или хрюшки с племзавода. И это все несмотря на то, что та же фирма Bose прочухала тему, что обрубки вот эти вот эппловские выглядят ужасно и портят наряды, особенно у девочек. Ну, в целом их внешний вид. И сейчас Bose вовсю пиарит свои босяцкие такие клипсы, у которых там такая металлическая вставка, чтобы они посимпатичнее были. Посмотри, кстати, эти басевые клипсы прикольно выглядят. Ну а здесь у нас форм-фактор, ну, примерно как у Apple AirPods. И клипсы я, собственно говоря, начал использовать, потому что они не выпадают из уха. А вот эти вот, ну, а-ля AirPods, хоть ты убей, выпадают. По крайней мере, из моих ушей. И я не понимаю, как мне вот тут писали в комментах, что у него, у автора этого коммента, AirPods из ушей не вылетели, даже после того, как он ёбнулся в них с велика. Я не понимаю, ты их молотком, что ли, в ухо забиваешь? Или на красный герметик сажаешь? Как они у тебя там так плотно держатся? Ну да ладно, я, как обычно, отвлекся. Возвращаемся к предмету обсера. Moondrop Golden Ages 2. Коробка громадная. И я не понимаю, зачем она здесь такая большая, потому что все содержимое здесь разложено раздельно по коробке. Ее можно было сделать в 3-4 раза меньше, если наушники положить в кейс, а кейс положить в чехол. И сделать компактную коробку, причем они это уже делали. У Moondrop Peel вот минимально возможная по размеру упаковка, а здесь громадная коробка, которую мне опять-таки придется хранить.
Потому что в последнее время я что-то только и делаю, что меняю эти самые наушники, и в какой-то момент их придется кому-то подарить или продать там, или еще чего-то. И, разумеется, при этом желательно иметь коробку. Значит, эту громадную коробку где-то придется хранить. Что касается комплектации, помимо наушников, кейса и чехла, как я уже сказал, есть еще кабель для зарядки тупись и несколько амбушюр. Амбушюры формы пизда, то есть щель у них вытянутая, и они серого цвета. Мне кажется, я впервые вижу вот эти силиконовые наконечники серого цвета. Не, у меня никаких претензий нет. Серый цвет — это один из моих самых любимых, если не самый любимый, но потому что я миллениал. Есть даже такое название цвета — Millennial Grey. То есть это серый цвет, который нравится миллениалам. 70 лет назад был German Grey, это которым нацисты красили свою технику. Ну, то есть German Grey — это черный с белым, но смешанный на территории Германии. А здесь у нас Millennial Grey. Но я рад, что дизайнеры позаботились о том, чтобы и амбушюры были тоже в цвет наушников. Потому что наушники здесь серого цвета, и мы наконец-то переходим к их дизайну. Даже не столько к дизайну, а к рисунку, который нанесен на кейс. И на сами наушники, кстати говоря. Здесь тематика старый катушечный магнитофон. Значит, на наушниках, на вот этих вот палочках есть там что-то типа таких делений, которыми обозначали длину пленки, что ли, я уж не помню. И на самом кейсе нарисован, собственно говоря, этот самый катушечный магнитофон. И на верхней части кейса, к сожалению, нарисованы кнопки управления воспроизведением на магнитофоне, ну или на кассетном плеере. Я вот эти вот нарисованные кнопки ненавижу еще с детства. Потому что у большинства детских игрушек, ну, как правило, связанных с техникой, там, у всяких машинок, самолетов и тому подобных игрушек или моделей, как правило, была некая приборная доска, но все инструменты и кнопочки на этой приборной доске были нарисованы. Или там просто была наклеена наклейка, на которой были нарисованы всякие там, не знаю, спидометры и прочие элементы управления и контроля. То есть они даже не выдавлены были, а просто нарисованы. И мне даже в детстве это казалось таким беспонтовым, потому что хотелось хоть что-нибудь понажимать, повключать, чтобы там хоть что-нибудь крутилось или показывало, но это была наклейка. И здесь та же самая проблема. Но учитывая, что мы находимся в 21 веке, уже первая четверть его подходит к концу, ничего не мешало разработчикам вот этих наушников сделать вот эти кнопки настоящими. Ну, то есть сенсорными кнопками. И если бы они сделали здесь настоящие кнопки, то с помощью этого кейса, который лежит у тебя в кармане, или ты держишь его в руках, можно было бы управлять воспроизведением. Ну, то есть включать, выключать, перематывать треки, переключать треки, уменьшать или увеличивать громкость и так далее с помощью кейса. Да, это можно делать с помощью самих наушников. Разумеется, у них сбоку сенсорная панель, и там с помощью морзянки можно все это делать. Отвечать на звонки, включать-выключать музыку, переключать треки и так далее. Но если бы вот эти кнопки были бы настоящими, это было бы просто офигенно. Но, к сожалению, это всего лишь рисунок. На кейсе есть одна единственная кнопка. Она находится сзади, и, судя по инструкции, она нужна для включения заснувших наушников. Лично для меня это создает лишний геморрой в течение дня. Потому что, как я уже сказал, ТВС-ками я пользуюсь в основном на заводе, и в основном я слушаю только один наушник, а не два. Потому что слушаю я в основном подкасты и тому подобный контент, где есть какая-то речь. То есть не музыку, а разговоры я слушаю. И кроме того, я не могу вставить сразу два наушника, потому что мне нужно находиться в отражухе, что происходит вокруг меня на заводе. Иначе можно реально схватить травму. Поэтому у меня только один наушник вставлен, а второе ухо всегда свободно. Кроме того, я могу вытащить наушник и оставить его на столе, и куда-то уйти с телефоном, или наоборот оставить телефон на столе и уйти куда-то с наушником так далеко, что он отцепится от телефона. А радиус действия здесь где-то примерно 10 метров. Или вытащить наушник и отключить Bluetooth, чтобы по-человечески ответить на звонок, приложив телефон к уху, а не через наушник. Ну, короче, довольно часто у меня возникает ситуация, когда наушник не видит телефона и отключается для экономии энергии. Чисто теоретически здесь должна помочь вот эта кнопка, но у меня почему-то не получается с помощью этой кнопки включать наушники, которые вытащены из кейса и уснули. Может быть, я что-то делаю не так.
Но особой проблемы нет, потому что если у вытащенного, выключившегося наушника приложить палец к его сенсорной ножке и подержать так больше 5 секунд, то наушники включаются обратно. Я проверил на других ТВС-моделях с сенсорным управлением от Moondrop, что у меня есть, и там тоже включается. Значит, по поводу комфорта использования. Наушники минимально комфортные. У них такая достаточно угловатая форма, и если у тебя не очень большие уши, то эта форма может вызывать дискомфорт. Но у меня не то что маленькие уши, но и не очень большие, и в принципе эти наушники мне носить удобно. Я даже не стал подбирать амбушюры, то есть пакетик я не вскрывал, те амбушюры, которые стояли с завода, мне прекрасно подошли. То же самое касается кейса. Он угловатый, и размер у него несколько больше, чем, допустим, у кейса от тех же Apple AirPods. За счет того, что он угловатый, его, конечно, удобно ставить на стол, но в кармане своими гранями он может там как-то причинять дискомфорт. Да, эта проблема решается, если надеть вот этот мягкий комплектный чехол, но в этом случае кейс становится еще более габаритным. И кроме того, здесь опять по какой-то непонятной причине порт зарядки находится снизу. То есть поставить на стол кейс красивенько и заряжать его не получится. Его придется положить. Есть еще, кстати говоря, беспроводная зарядка. И вот она как раз снизу. То есть кейс можно поставить на беспроводную зарядку, и они будут заряжаться. И, разумеется, беспроводная зарядка не работает через чехол. Пару слов стоит сказать о приложении. Здесь то же самое мудроповское приложение, к которому я подключал все остальные ТВС-наушники, которые я обосревал. Ну, функции здесь, конечно же, специфические для этих наушников, а именно, здесь можно регулировать громкость той самой Wi-Fi, которая озвучивает голосовые подсказки. Кроме того, их можно отключить. Можно настроить сенсорные панели и действия, которые они выполняют, и их отключить. Можно выбрать режим. То есть наушники поддерживают активное шумоподавление. Его можно включить через приложение, можно включить тапом по самим наушникам. То есть приложение, в принципе, для этого не нужно. Но в приложении можно задать агрессивность этого самого шумоподавления. Что касается шумоподавления, оно очень сильно разряжает батарейку. То есть при отключенном шумоподавлении заряда, ну, лично мне хватает на весь рабочий день. То есть подзаряжать сами наушники, засунув их в кейс, в течение дня не приходится. Но при включенном шумоподавлении срок работы от зарядки сокращается значительно. И уже где-то после обеда наушники начинают орать, что они разрядились. Но в моем случае это небольшая проблема, потому что я слушаю только один наушник, и если он разрядился, я просто достаю из кейса другой наушник, который заряжен. Но тем не менее шумоподавление гораздо больше расходует батарейку, ну, по понятным причинам. Помимо шумоподавления есть еще режим прозрачности, конечно. Кроме того, эти наушники внезапно поддерживают большое количество кодеков Bluetooth, то есть не только SBC, не только AAC, ну и ELDAC здесь, например, есть. Ну, то есть типа Lockless кодеки и кодеки с низкой задержкой здесь есть, в том числе игровой режим с низкой задержкой, но я этим всем уже давно переболел. Я считаю, что обычного кодека AAC или SBC Hi-Q более чем достаточно для качественного звука в Bluetooth наушниках. Ну и кроме того, разумеется, в приложении есть эквалайзер. Есть стандартные настройки, есть выбор гейна. Гейн я всегда ставлю побольше, потому что наушники, как я уже сказал, тихие. Кроме того, есть чисто мундроповская фишка. Это пользовательские настройки эквалайзера, которыми, как в социальной сети, можно делиться с другими пользователями. И это полезно, потому что мундроповские ТВС-затычки гораздо менее басовитые, чем большинство других Bluetooth-затычек. Но эта проблема легко решается, если загрузить соответствующий пресет эквалайзера. И с басом становится все окей. Ну и, разумеется, через приложение на наушниках обновляется прошивка. Для работы наушников приложение не нужно, то есть их можно просто сопрягнуть и использовать, и часть функций будет доступна через сенсорные кнопки. Приложение нужно скорее для того, чтобы поднастроить, скажем так, наушники под себя, ну, например, не знаю, загрузить профиль эквалайзера, и после этого приложение, в принципе, можно удалить, потому что все настройки сохранятся в самих наушниках. И тут мы плавненько переходим, собственно говоря, к качеству звучания. Если не применять никаких эквалайзеров, то бас несколько слабоват, зато очень выпечена середина, ну, в частности, вокал. Здесь вокал гораздо сильнее выпечен по сравнению с теми же мундропами Ultrasonic или мундропами Space Travel 2, которые динамические, а не планарные, потому что планарные я не слушал. Но в целом
Даже если не крутить эквалайзер, звук здесь шикарный. Он какой-то более всеобъемлющий, что ли. Я не знаю, как это выразить, но здесь его как бы больше, что ли, или он плотнее. Ну, в общем, как-то вот как будто больше частот он воспроизводит. Разумеется, это главное преимущество планарного излучателя. Кроме того, отсутствует шипение, ну, то есть его вообще здесь нет. Мне тут сказали, что, возможно, это связано с более высоким сопротивлением этих самых наушников, хотя, мне кажется, это связано с абсолютно полностью линейным импедансом. И кроме того, бас здесь мое почтение. Несмотря на то, что из коробки он не очень выпечен, но тем не менее он очень низко опускается. То есть динамическим драйвером даже не снилось. И с этой точки зрения внезапно в этих наушниках хорошо смотреть кинцо. Ну, особенно всякие экшен там фильмы, где много вот таких вот низкочастотных эффектов, когда там все дрожит, вибрирует и так далее. Внезапно прям хорошо в этих затычках смотреть кинцо. Что касается сцены, она немножечко зажата. И говорят, что она напоминает Golden Age 1. Сам я не слушал, поэтому ничего не могу сказать. Но имея в виду, что здесь не самая широкая сцена. Иногда даже возникает ощущение, что музыку ты слушаешь, ну, я не знаю, как будто бы в коридоре, а не на сцене. Что касается встроенного микрофона, ничего хорошего и ничего плохого я сказать не могу, потому что какой бы ни был микрофон, его говнит Bluetooth кодек, но для разговоров сойдет. Соответственно, мне очень понравились эти наушники. Я прям рекомендую их к приобретению, в том числе потому, что они стоят копье. Ну реально, Мундроп всех просто заткнул за пояс. Звук шикарный. Дизайн, ну, по крайней мере, оригинальный. Да, он может кому-то нравиться или не нравиться, но равнодушным он точно не оставит. Тут в комментах написали, что, дескать, такая яркая коробка и такие беспонтовые серые невзрачные наушники, что вызывает некоторый диссонанс. Дескать, наушники на тех, кто дрочат на уретро-стиль 70-х годов или 80-х. И, кстати говоря, Golden Age 1 от Moondrop тоже были на тему пленочных магнитофонов или плееров. А яркая коробка с аниме — это, дескать, на молодое поколение. Я в корне с этим не соглашусь, потому что у молодого поколения наконец-то начали появляться мозги. И до них потихоньку начало доходить, что скачанную в виде MP3 музыку, которую ты хранишь на каких-то носителях, у тебя не смогут украсть или отобрать, отключив облачные музыкальные сервисы. Кроме того, до них начало доходить, что проводные наушники — это пиздато, потому что их не нужно заряжать, потому что их очень тяжело потерять, так как при падении они не падают на асфальт, где ты на них наступаешь, а где-то там повисают на этом самом проводе. У них лучше качество звука и полностью отсутствует задержка. И кроме того, именно в среде молодежи появился некий дрочь на кассеты и на кассетные плееры. А кроме того, еще на MP3-плееры, на компакт-диск-плееры и даже на винил. Причем дошло до того, что заново начали выпускать носимые кассетные плееры, ну, типа Волкманы. Поэтому я в корне не соглашусь с тем, что здесь дизайн исключительно для ностальгирующих старперов, и он никак не привлекателен для молодого поколения. Качество исполнения отличное. Реализация всего, в том числе приложения, прекрасная. И все это просто за какие-то смешные деньги. Ну, то есть конкурентов по цене-качеству у Мундропа просто нет. Ни среди китайских производителей, ни среди китайских чай-фай производителей, ни среди именитых брендов их просто нет. Мундроп дал пососать абсолютно, сука, всем. Да даже взять те вот Space Travel 2, которые я обосревал. Они стоят 3 копейки, но у них 13-миллиметровый динамический драйвер с диафрагмой, покрытой, сука, бериллием. Да, бериллий, конечно, токсичный металл, но если его не облизывать, то ничего с тобой не будет. Ну, то есть опасность бериллий представляет скорее для работников фабрики, где эти самые наушники выпускают, чем для конечных пользователей. Но при этом это один из лучших материалов для создания упругих, но при этом жестких диафрагм для динамических наушников. Звучит охуенно и стоит 3 копейки. Ну где ты еще такое найдешь? Соответственно, вот такие вот наушники прям вот очень рекомендую к приобретению, если тебе вдруг понадобились ТВС-затычки. Ссылочка, как обычно, в описании. Так что, несмотря на название рубрики, в которой выходят эти видосы,
овна-уши, овна-ушами их точно не назовешь. Я бог Ютуба! Лайк, подписку, бубенцы.